Ну что ж, всем привет, с вами я, Збайвитр. Мы скрим Car Mechanic Simulator 21. И это снова демо. Демо-версия игры, новый экран. Ам, Давай, поехали. Это ваша первая игра. Рекомендуем пройти основное обучение. Да, поебать. Зачем нам обучение проходить, правильно? Правильно. Ух, так прикольно. И еще работает адекватно. Я помню, Car Mechanic симулятора у него вечно были какие-то проблемы, фризы. А тут прям, ух, сучка. Так, телефон. Salem GV500. Ну, конечно, принимаем заказ. Куда мы денемся? Это демо. Отказаться нельзя. Что мы делать потом-то будем, а? Если откажемся. Правильно? Правильно. Так, нажмите на бачок омывающей жидкости. Нажимаем. Открываем, да? И заливаем жидкость. Долей жидкость. Она автоматом, да, уберется? Перелить нельзя. Можно перелить? А, ну ладно. Кейс. Туда не надо туда? Используй верхнюю кнопку, чтобы поднять машину. Ну, я понял, это да. Вот так вот. Туториал. Так, подойди к маслосборнику, перестав маслосборник, подъемнику. Маслосборник. Перенести. Окей. У нас есть только один выбор. Давай. Сейчас масло сольем. Поменяем. Так, что нам нужно? Нажмите на подвеску. Посмотри деталь. Посмотрим деталь. Вот и зачем, скажите, пожалуйста, заходите в этот... в обучение, если здесь тебя обучают. Ну, я понял, это ставить, типа, сотка. Нормальный, да? Вспомни ниже кнопку опустить автомобиль. Есть разница, что ли? Верхний, нижний. Мне кажется, одну кнопку поставил, вверх поднялось, вниз поднялось. Нажми на двигатель. Окей, нажали. Кручиваем, долей масло. Блин, играется она отлично вообще. О, залил. Так, хорошо, нажми на правое переднее колесо, подвеска. Сними колесо. Ну, анимацию так проделали все. Намного лучше, чем было. Подойди к шиномонтажному станку, выбери опцию разделения деталей, выбери колесо, которое хочешь разбортировать. Вот. Да и качество графики тоже неплохое. Хотя я не самое максимальное выбрал, но типа смотрится нихуево. Хорошо. Выбери опцию монтажа шины на диске. Выбери диски шины, которые хочешь соединить колесо. Подожди, вот это... Не, это здесь, да? Ну да. Просто поменять резину и все. Ага, балансировочный станок. Хорошо. Вы видите, у нас теперь появилась этот мини-игра. Это пробелом нужно делать. Окей, прикольно. Правда, это смысла я не вижу, потому что игра слишком легкая. Может. Так, монтаж деталей, окей. Колесо на место ставим. Окей. Теперь это колесо. Ароматизаторы. Нажми на левое переднее колесо, подвеска. Ну что, снимаем тогда, да?
Понятно, что нужно снять колесо, чтобы добраться до следующей детали. Хотя, мне кажется, можно было бы и так его снять. Так быстро снимается. Хорошо. Хорошо, подойди к съемнику пружин, выбери опцию разделения деталей, выбери ароматизатор, который хочешь разъединить. Вот это хорошо, разъединить. Он весь ржавый, блин. У тебя соединение деталей. Хорошо. Только зачем, если нужно для начала хотя бы деталь, не знаю, обновить там, починить, потом уже соединять. Потому что, ну, такое монтажное, точно. Выбрать нужно было монтаж. Хорошо. Покрышка спортивная. Кто на ней гасал-то? Кто летал-то на этой покрышке? Круговое меню. Автомобиль, завершить заказ. Окей. А где? Где? Ага, вот. Хорошо. Основное обучение завершено. Если вам нужна дополнительная помощь, обязательно знакомьтесь с разделом учебное пособие в меню, где вы можете найти подробную информацию обо всех аспектах игры. Обучение там получается типа в виде текстовой информации и типа визуальной информации. Визуально-текстовой информации, все. Там типа нету такого обучения, как здесь только что было, что нам показывали. Приветствуем в Car Mechanic Simulator 21. Та-да-дам. В этом демо мы хотим показать вам новые возможности. Демо включает 2 миссии с основными машинами. Салем GV500, Sakura сука. Кроме того, ты можешь испачкать руки, занимаясь своим собственным Волсон 2040. Полностью расширен гараж с новой открытой планировкой. Некоторые инструменты заблокированы. Доступный инструмент верстак с новой мини-игрой. Балансировочный шиномонтажный станок с новой мини-игрой. Съемник пружин. Это вот с этой машиной поебаться или что? Смотрите, анимация ходьбы вообще, блин. Мне нравится. Прикольно так сделано. Вот так ходит более плавно и, ну, видно, что ходит. И, кстати, игра работает плавно просто. А от Castle Flipper в Castle такой плавности не было. Но я и не буду их сравнивать. Ну, в принципе, совсем разные игры. О, смотри, аэродинамику можно проверить. О, прикольно. Недоступно в демке. Вот сука. Сакура супа. Вот он. Блин, ничего не доступно в демо. А смысл тогда? Бля, прикольно. Карвош есть. Можно машину помыть. Ну, конечно, недоступно в демо-версии. Химчистка недоступна в демо-версии. Ну пошли вы тогда нахуй. Зачем такое делать? Зачем такое делать? Покрасить тоже, да, я угадаю. Недоступно в демо-версии. Спасибо. Когда вы уже его выпустите, я поиграть хочу. Мне что-то вообще дико заходит. Я еще почти ничего не сделал, но, блин. Я в предыдущую версию, какого там, 18-го года, по-моему, играл достаточно много. Ну, то, в принципе, не знаю. Я бы в это порубился, конечно, неплохо. Ничего, only it, no smoking bitch. Не надо. Вот вам симулятор автозаправщика, гастейшн симулятор. Бля. Стекло. Она вообще заводится? Можно сесть в нее? Салон дополнительные детали. Режим проверки. Там куча нету деталей. А интересно, вообще есть детали? Я могу сейчас посмотреть? Давайте ее загоним. Переставить автомобиль. Подъемника. О, так классно, он сразу переходит. А где детали брать? Вот здесь. Главный магазин. Блок цилиндра. Сейчас посмотрю, какая версия этого двигателя. R4 SOHC.
R4, вот это, да? Да. R4. Вот это все, что на нее есть, насколько я понимаю. Сколько у меня? 15к есть. Блок цилиндров есть. Я, короче, перестрахуюсь, куплю вот это все. Окей, по электро... Там еще и отдельная электроника, мне кажется, должна быть. Сделаем монтаж. Воздушного фильтра у нас нету. Вот эта хуйня есть? Конечно, есть, только что купил. Бачок хорошо купим. Цепной коллектор есть. Хорошо. Корпус дроссельных заслонок. Окей, купим. Не вопрос. Ага, аккума нету. Шкив коленвала. Окей. Окей. Это у нас тоже есть. Генератор. Генератора нету. Ремень. Крышка распредвала. Подожди, можно? Камеру, установить деталь. А как можно? Это нужно все снимать, что ли? Крышка распредвала. Так, круговое меню, планшет. Ага, главный магазин здесь должен быть. Да ёканый бабай. Крышка. Вообще в общей секции есть крышка. ГРМ. Вот это нам нужно. А4. Вот это, да? Я куплю штук 10 примерно. Я думаю, нам должно хватить. А6 это крышка шатуна. Это тоже, кстати, может понадобиться. Наперед купим. Аккум. Ага, здесь походу нету. Подожди. А ну, сука. Стой. Бля, вот этой менюшке нужно еще разобраться. Где здесь находится электроника? Насколько я понимаю, здесь должно быть, да? Окей. Покупаем. Свечи не знаю, нужны, не нужны. Катушка зажигания. Давайте купим, а вдруг понадобится. Генератор тоже стопудово нужен. Гидравлический блок АБС. Ого, нихера он стоит. Давай. Че, мы тут приготовились уже? Доступно снизу нога стартер. Стартера нет. Окей. Генераторчик присунем. Ставим. Ага, стартера у нас нету. Передняя выхлопная система, бачок жира. Ага. Аккум. Смотри, как наперед блок гидравлический взял. Модуль АБС нужен. Модуль АБС. А можно как-то запустить мотор без этого? Без всей последующей хероты, так сказать. Чтоб типа проверить его сразу. Ага, это крышка головки. Так. Это модуль. Провода зажигания стопудово нужны. Это стартер, конечно. Катушка зажигания еще какая-то. R4. Вот это нам нужна катушка, а не та, что я взял. Окей. По электронике вроде. Это все, что есть в электронике, да? Понятно. Магазин дисков, тюнинг кузова, тюнинг, магазин номерных знаков, интернет-значение салона, магазин резины, кузовных деталей. О, кузовные детали. Прикольно. Но это нам не понадобится. Я хочу хотя бы просто запустить машину. R4. Ага. К4. А4, не R4. Можно еще снимать детали и смотреть, какая тебе нужна, но пока что, мне кажется, не нужна. Головка блока вроде нужна, не? Масляной поддон, мне кажется, нужен.
Распредвал. Да я все покупал вроде. Потому что было R4, я все, по-моему, покупал. Передняя часть в выхлопной системе, не знаю. Я ее, наверное, еще не поставил, просто что... Давай посмотрим. Так. Ага, это доступно, да? Стартер я купил? Конечно, купил. Окей. Усилитель тормоза нету. Топливная рампа. Топливной рампы нету. А я, кстати, не знаю, где она находится. Она, наверное, в отдельных этих находится. Точно не R4. То... Блядь, ты заебала. Топливная рампа. Топливная рампа. Ага. Окей, хорошо. Быстро ставим. В смысле нет подходящих? Распределенный впрыск. Вот в чем прикол. Я не ту купил. Подожди, можно вот так вот. Блядь, то 300 стоит, и я, блин, потратился. Это что? Топливный фильтр? Так я же покупал. Ладно, подожди, вот что есть. Катушку. Наперед купил. Так, усилитель тормоза и топливный. А, ну подожди. Список покупок. Добавить в список. Я могу, да? Вот так вот, да? Список покупок. Добавить список. Список покупок. Добавить список. Список покупок. Добавить. Это есть. Радиатор. Окей. Планшет. Список покупок. Покупаем. Блин. Пока не привык. Тап. Коробки передач тоже нету, что ли? Не, подожди, это я уже... Усилитель тормоза. Мне просто хочется ее запустить, вот и все. На этом, в принципе, больше ничего и не надо. Мне как-то очень сильно хочется прям ее запустить. Ага, вот это нужно добавить. Хорошо. Предохранители. А здесь весь ряд должен быть заполнен или нет? Ой, я что-то не в курсе. Так, а где у нас? Ага. Там предохранители немножко подушатанные. Ну да. У нас нету довольно... Давай добавим список. Добавить список. Добавить список. Вот этот, по-моему, там у нас один есть. Два было здесь, посередине не было вообще. Вот это тоже. Да блин, неудобно так. Давайте вот так вот сделаем. Планшет. Давай. Так, реле. Это походу в электронике, я так понимаю. Ну да. Они, в принципе, 3 штуки, да? Давайте уже, ладно, 5 штук возьмем наперед. Если что, не ошибиться. Блять, опять вышел. Средний. Берем наперед.
Угу, вот эта штука тоже нужна. Я, по-моему, еще не купил ее. Средний предохранитель покупал. Это тип Б еще, тип С. Тип Б, тип С. Ёбаный в рот, можно запутаться. Но это интересно, это очень даже интересно. Есть. Тип Б есть. Тип Б есть. Есть. Тип А есть. Тут есть. Смотри, как хорошо, да? Наперед покупаешь и все. Просто тебе нужно ставить. Ебать все мозги. Какой последовательности посрать, в принципе, я так понимаю. Крышка блока предохранителей. Окей, закинем. А жидкости есть здесь вообще? Мне кажется, здесь даже жидкости нету. Бачков под жидкость, да? Так понимаю. Нужно ее поставить. Не на подъемник. Ага, масла нету. А куда масло залить? Я просто не знаю, что. Давай поставим на подъемник, сейчас проверим. Масло, всю вот эту парашу. Потому что, мне кажется, здесь даже бачка нету под масло. Состояние автомобиля. Есть детали? Детали. Вот. Во. Маховик. Маховиков нету. Задний глушитель. Ну, глушитель нам не важно. Главное, чтобы можно было... Цилиндр суппорта, тормозные колодки, ну и такое. Модуль ABS. Можно выделять. Выделять и потом... А потом куда? Ну как-то этот можно потом покупать, типа. Монтаж. Дополнительные инструменты, вот. Режим отсасывания. Масляного поддона нету, вот. Видишь, я забыл про него. Совсем забыл про него. А там чего-то не хватает, чтобы его поставить. Давай на подъемник. Так, я запутался немножко. Вот эта штука нам нужна. Ага, маслосборника что нету. Чё я ебусь-то? Почти, а это чё? Автомойка? Да, только он, по-моему, недоступен, насколько понимаю. Ну, конечно. Я бы ее помыл, нехуй делать. Бля, не знаю, ввели бы тряпочку, какой-то тряпочкой можно было бы там пошуршать. Ну, чё, почему бы и нет? Ну, реально. Типа, в демо-версии полностью он недоступен, чтобы машину там, как лялечку помыть. А вот, ну, типа, такой вот незамысловатый. Там, по-моему, чего-то не хватает. Крышка шатуна, вот видишь? Купил наперед. Теперь сейчас соберу. Мне просто интересно его запустить и все. И типа... Так, это что? Крышка подшипника коленвала. Окей, добавим. Угу. Это у нас в другом, в главном магазине, походу, да? Давай сразу тоже штучек 10. 8. Да пофиг. Вот этот что-то вообще черный как... они все такие? Ну ладно.
Я думаю, что он такой черный, блядь. Я думал, может, гарь какая-то там или еще что-то типа того. Вот, может, теперь масляный поддон дать. А, я его даже два купил масляных поддона. Перестраховался, так сказать. Есть у нас каталический нейтрализатор. Нихуя себе название. Нихуя себе название, первый раз слышу. Так. Чё мы делаем? Нам нужно масло залить. Правильно понимаю. Но масло так-то не могу залить. Давай сейчас попробуем залить масло. О, поехала жара. Что нам писало? Не хватает жидкости. То есть масла. Сейчас еще что-то напишет. Не хватает какой-то там, не знаю, залупы конской. И 3 ебальных пальцев. Так. Код цен. Блин, игра так ровно работает. Прям восхищаюсь. Ну давай. Все заглохло, да? Ну, это хороший знак, что ее можно запустить, даже не собирая полностью. Это очень хорошо. И тогда давайте дальше смотреть, чего нам не хватает. Давай плюсуем. Ага. Вот. Модуль ABS. Че я про него забыл-то? Ага. Давайте все. Ага. Мой коллектор. Тебя я-то не поставил, ну ё-моё. Блин, если бы можно было двигатель снимать, я бы снял двигатель и пересобрал бы его. Сюда тоже надо жидкость долить. Такая маленькая хуёвина, а жидкости нужно до хера, блин. Так, давай. Да нахер я его на подъемник перенес. Ё-моё. Хочу до входа, чтобы можно было посидеть и запустить, а не на подъемник. Далее. Смотри, уже есть шаги, да. А уже шаги есть. Все равно что-то не запускается нихера. Поезжай, недоступно в демо-версии. Так, покидаем. Если мы ее запустим, это будет какое-то ебучее оживление, да? Так, давай переставить на подъемник. И что мы делаем? Ну, во-первых, не хватает. Здесь все, да, нормально. Теперь крышечку закинем. Крышечка нам не очень важна. Нам нужен осмотреть сам двигатель. Ну что-то не дает ему запуститься, правильно? Так. Кузов, детали, рамы, интерьер. Мне кажется, нужно посмотреть внутри, может там свечей не хватает или еще что-то. Давай разберем. Знаю, я уже собирал, теперь разбирать, это все муторно, понятное дело. Но без этого никак. Где, кстати, свечи? Я что-то не пойму. Здесь нету свечей или что? Ну конечно, то он и не запустился, потому что я свечи не вставил, блядь. Ну ёк твою мать. Ёк не мама. Окей, сейчас закупимся свечами. На 10 лет вперед. Где свечи? Зажигание. А чё, они не здесь, что ли? Они тоже, да, в электронике? Потому что такого магазина не было в этом.
А, вот и свеча. В принципе, они все одинаковые, да? Ну, штук 16 должно хватить. Ага, и потом... А, я, по-моему, купил наперед. Здесь все нужно наперед покупать, потому что если не купишь что-то наперед, то потом опять заходи в магазин, это муторно, а тебе еще собирать все нужно. Сейчас здесь не нужны, да? С этой стороны их нету, я понял. То она и не запускалась. Давай попробуем еще раз. Чтобы на улице запустить, такая вот... Газ-стоп. Газ-стейшн симулятор там надо было сделать. Надпись. Поехали. Не, что-то вообще... А чё ему не дает запуститься, не пойму. Может, катализатор... да не, ну, в принципе, с этой херней вряд ли. Вряд ли такое должно быть. Значит, что-то забыл. Что-то забыл, это определенно. Бачок жидкости, вот, например, может здесь я что-то не... Давай сюда дольем жидкость. О, там прикольно сделано. Ну это вряд ли, потому что, типа, вот эта фишка не должна влиять, потому что... Ну как бы оно только для руля, насколько понимаю, да? Потому что независимо. Натяжной ролик здесь не убитый? Нет, вроде нормально. Генератор новый. Может здесь не хватает чего-то. Давай поднимем. Я не знаю, музыка здесь будет баниться или нет, но я надеюсь на то, что не будет. Потому что я просто умру. Давай ее выключим. Ага, хуй там. Я надеюсь, она не будет баниться. Магазин. Это не в электронике, это, наверное, здесь. Средний глушитель. Все, да? Она, в принципе, и без этого должна запускаться. Мы же ёбаный в рот. Приводной ремень. Ёб твою мать. А чё я его не заметил? Моторного отсека, то есть это внизу нужно, да? Ну, вот видишь, нужно все замечать. Очень предельно. Ага, приводного у меня нету. Не то. Купить нужно. Ну, сейчас, думаю, запустится. Так. Думаю, запустится. Давай. Да ёбана ты хуйня развалина, блядь. Сука, чё тебе не хватает? Вроде же все подключил. Что-то может быть такое жесткое, что...
что прямо оно не запускается. Я же монтаж делаю. Я же не ехать на ней хочу, я просто хочу ее запустить. Может, здесь чего-то там не хватает. Блок цилиндров. А он не должен куда-то подключаться? Вот здесь две трубки, вот это есть. Топливный фильтр тоже как-то. Но оно бы показало, в принципе, что туда нужно что-то докинуть. Мне кажется, нужно коробку передач разобрать, посмотреть, что к чему. Давай, подъемник. Давай посмотрим, что там с коробкой передач. Подними. Вроде все нормально. Что здесь еще может быть? Такое прям. Может, там коленвала какого-то не хватает. Хуй его знает. Ну, нормально масло. Как бы нет. Да вроде все нормально. Масляный лучше не трогать, сейчас все масло там везде пойдет. Че дверь нельзя открыть? А сесть можно? В салон нельзя, да? Режим проверки. Ну там все нормально, смотри. Все зелененькое. Вот предохранители, да, там что-то не то с предохранителем. Ну это ж коробка только. Может все-таки поменять? Давай поменяем. Все предохранители есть. Может, кстати, да, вот это хуйня затупила. Ну, там есть плата. Блок предохранителей Я тоже нужно снять. Кстати, отремонтировать здесь. Нет подходящих деталей. Начать ремонт. Да ёп. Окей. Бля. Не так уж это и легко, если честно. Окей. Он 12%, понятно. Из-за него может, да, тоже не запускаться. Так,
такое тоже, походу, возможно. Это электроники, да? Блин, постоянно вот это забываю. Это все вместе было, а теперь... где? Вот, блок предохранителей. 5 штучек, возьмем их. Пускай будет на потом. Так, хорош. Все в отличном состоянии, так что я не думаю, что... Сейчас посмотрим, кстати. А прикинь, если это из-за блока. Какие нихуя себе это будет. Веселые. Ну, зато будем знать, где в следующий раз копать. Так, этого у нас нету. Радиатора тоже нету. Все, по-моему, есть. Давай дособерем. Просто смотря как влияет вот это. Разработчики ж нам не говорят, как оно влияет. Каждая деталь, по сути. Подъемники, блядь. Ну, если 12%, то мне кажется, это очень плохо. Если 30, это еще более-менее. Но она должна запуститься. Но 12% это уже вряд ли. Мне что-то подсказывает. Ну, масляный фильтр поменяем как раз на новенький. Новенький, хорошенький. Так, стартер еще въебать нужно. И, по-моему, все. Да? Да. Стартер. Опустить. В принципе, а что там? Что там еще светилось? Уже пачок смывания, подожди. У меня его нету. Я же думаю, по-моему, еще каких-то бачков не хватает. Смывание это... омывателя. Пачок омывателя. Это для зеркал. Ну, для стекла, то есть. Так, здесь, да? Пачок омывателя. Окей, покупаем. Так, все хорошо. Я не знаю насчет радиатора. Мне кажется, и без радиатора она тоже должна была запуститься. И что-то подсказывает. Но я не автомеханик. Она глохнет сразу. Пытается, и просто бам. Ой, я даже не знаю, что теперь с ней делать. Бля. Нужно как-то запустить. Давайте тогда добавлять детали, которые нужны, по сути. Переставляем подъемник. Окей. Может раскрутиться все-таки. Давай я поставлю еще воздушный фильтр нам нужен. Радиатор. Окей, давай магазин. Радиатор. Может, разработчики говорят, типа, да нет, чувак, тебе нужно для начала все поставить, а потом уже пытаться запустить. Еще крышка, да, должна быть? О. Добавить.
Что-то добавилось, не? Не. Крышка воздушного фильтра. Так. Хорошо, хорошо. Состояние автомобиля. Детали 43%. Нажимной диск, сцепление. Ага. Блок цилиндров. Тормозной диск, крышка распредвала. И это все есть. Я сейчас психану и буду его полностью разбирать, блядь. Можно как-то рядом поставить это? Площадка А. Ты где? А, ну ладно. На этих, на камнях стоит. Да что ты хуйня за это? Лопнешь-то. Сука. Бля, нужно разобраться. Давайте туда движок походу полностью разбирать. Потому что мне кажется, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Еще мы, блядь, сейчас разберемся, Сейчас все выясним. Это, конечно, херня, что нельзя двигатель снимать. Вы уже его давно перебрал. Так было бы проще. Намного. Надо ебаться вот это здесь, типа, ты знаешь, что тебе нужно, все, и разбираешься. А не вот это. Вот это геморная херня, конечно. С откручиванием вот этой хуйты. Фух, так. Подожди, а аккум не нужно подключать, нет? Он никак не подключается, типа. Может, они сделали какую-то анимацию, что он подключается туда-сюда, нет? Нету здесь такого. Потому что, а вдруг? Сейчас тупо туплю, ебать. Его еще нужно как-то подключить. Ладно, кто его знает. Попробую еще некоторые детали, насколько это возможно, починить. Да, вроде все нормально.
Да поебать. Хорошо, погнали этот. Вот так. Хорошо. Очень хорошо. Попробуем собрать. Ну, все-таки покажешь, что мы что-то забыли. Хотя, мне кажется, оно бы не собралось, если бы мы что-то забыли. Хорошо. Пошло хорошо. Сейчас все. Сейчас все попытаемся запустить. Просто нужно будет новые детали купить. Пересобрать, но я вам это уже не покажу. Так. Ага. Топливный фильтр. Там ничего с ними не нужно делать. Ничего нету, блядь. Пробую догадаться, что с машиной. Сука, сейчас опять не запустится. Это стопудово. Вот, сука. Ладно. Да, я сейчас сам ее разберу, покопаюсь. И покажу вам.
Блин, думал остановить видео. Ой, блядь. Извиняюсь за то, что молчал тогда. Сука. Где она там нахуй? С моторного отсека, блядь, вот это беготня, вот это пиздец заебывает нахуй. Я надеюсь, это поможет, и если не поможет, то там и на этом закончим, и уже потом разберемся. Ну, она должна запускаться, это понятное дело, просто что еще деталей нужно докупить, наверное, каких-нибудь там, или может все починить нужно. Но я не думаю, что она бы не запускалась, если бы типа не было какого-то там колеса, блядь. Хорошо. Так, это уже с моторного отсека. Хорошо. Так, чё, стартер еще нужен, да? Стартер. А чё стартер? А, стартер при этом. Блок сцепления нужно поставить. Может маховик поменять, потому что мне что-то он не нравится. Сейчас мы... Подожди, поставь его. Маховик, окей. Теперь возьмем вот так. Окей, планшет. Где маховик? Еба, он 500 стоит. А вдруг это из-за маховика, а? Хуй его знает, правда? Но оно не чинится. Жалко, что не все детали можно реально починить. Так, это с моторного. Ага, вот тут и нужно. Тоже с моторного. Окей. Я его разопрял. Машинку. Просто не пойму, неужели это из-за какой-то мелкой детали она не хочет запускаться? Может из-за этих? И из-за ремней? Не знаю, это немножко такое себе. Ну, все может быть, правильно? Так, масло может залить.
Думаю, это все. Ебать, она вообще не запускается. Что с ней такое? Я вообще не в курсе. Это как бы странно очень. Чё ей вообще не хватает? Где это состояние? Сендвин-блоки, все вот это. Номерной знак, реле. Поршневые кольца в отличном состоянии. За это в отличном. Тут все в отличном. Натяжной диск сцепления, подшипник выключения сцепления. Не знаю даже. Ну а вдруг это из-за него, правда? Все-таки хочется разобраться, это очень интересно. Это я понял, что не хватает колес, поебать. Давай поменяем. Надежда. Остается последний, правда? Да ёп. Как это заебало, вот это мотаться, блин, поднимать вот это, опускать нахуй. Это уже выматывает пиздец, ебать. Чё он не может на том поднять? Блять, ну. На поднятом. Какая разница, блядь? Не, ну, наверное, неудобно, но все равно, типа, это ж игра, могли бы сделать такую условность мелкую. Так, вот это подшипник ебаный. Да не, минус. Вот эта херня. Добавить. Смесь нахуй. Вот эта хуйня. Это в отличном состоянии. Я ее покупал, блядь, новой. Что не надо, ну тут. По сути, здесь сейчас уже все практически новое. И она все равно не запускается. Класс. Жидкости вроде все есть, все есть, нахер. Чё она не запускается, хуй пойми. Говно машина. Ух, состояние. Сиденье дальше идет. Здесь вот по двигателю тут все в отличном состоянии. Здесь только вот это подшипники, ступница, задний глушитель. Ну такое. Типа то, чё вообще практически я бы не сказал, что относится к двигателю. Чтобы его даже запустить. Относится как бы, ну... Подожди, ёбана! Сука! Топливного бака не было. Я же еще так подумал, думаю, блядь, какого хуя? Какого хуя ты, сука, тварь ёбаная, не запускаешься? Я сейчас материться буду, потому что я затупил с этим ёбаным бачком, сука, топливным. А он еще, сука... Ну... Эта хуйня не нужна, по-моему, или нужна? А, по-моему, не, бля, по-моему, нужна, нахуй. Ты чё, ебанутый? Это, если что, я себе говорю. Чтобы вы понимали, насколько я сейчас охуевший. Потому что я не посмотрел, оно мне даже не выдавало, блядь. У вас нету топлива, нахуй. У вас топлива нету. Посмотрите, блядь, на топливный бак, нахуй. Ебанутый. Молодой человек. У вас даже топливного бака нету. А вы, блядь, что-то пытаетесь сделать. Ебанько, конечно, однозначно. Я охуевший сейчас. Задний ведущий мозг, нахуй. Не, игра вообще затроллила меня знатно. Ну, я тоже красавчик. Не заметил, что у меня нету топливного бака. Ну, топливный насос. Ну да, еще топливный насос нужен, окей.
Бля, ну это пиздец, не. Так. А заливать не нужно? Сейчас, блядь, не залью, скажут, не нахуй. Тебе нахуй. Приводной вал, да. О, блядь, нахуй я скипаюсь на этот, на экран. Пытаюсь уже все сделать, потому что уже по времени, блядь, очень дохуя вышло. И мы просто проебали, по сути, время, если так посчитать. Если так посчитать, я пересобрал 2 раза ебаный двигатель. Ебануться можно. Вот такое бывает. И что, я же говорю, нужно следить за тем, что ты, типа, собираешь, ставишь. Топливный насос. Что, опустись. Чудище, блядь. Чудище, нахуй, опустись. Алло, блядь. Хуя она не запускается вообще. А, нет, не, я поставил все. Там залил, здесь залил. Скажите, что бензин нужно залить, нахуй, пожалуйста. Чё она вообще не запускается? А, подожди, я стартер не поставил. Ну да. Ну да, за этим тоже нужно очень хорошо следить. Во, сука. Смотри, бля, едет нахуй. Едет нахуй, но только, только на подъемнике, понятно. Короче, следите, если что, за тем, что вы ставите и как. Потому что будет такая хуйня, как у меня. Короче, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был я, The Bayviter. Следующие серии будут, потому что я эту машину взял чисто посмотреть. Потому что здесь еще есть, в принципе, задание. Задание у нас с Салем есть, там еще что-то нужно будет сделать и так далее. Слушай, на этом все. Все, всем пока.